Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Talks, и сегодня мы с моей подружаней Миссией, которую тут многие, я думаю, знают, и вот тут где-то будут ее ссылки. Короче, спасибо ей большое за участие, и мы сегодня проверим, какие игры сделали больно инцелам и почему. Раньше я вам обещала, что сделаю это видео, so here we are. Всем спасибо, Лере, что пригласила. Кто меня смотрит, знает, как сильно я люблю таблички. И когда мне сказали, что существует Google таблица с списком Vogue игр, я просто не могла пройти мимо. Так что я безумно рада, что есть возможность вместе на это взглянуть. Кстати, смотрите, какие у меня ноготки. А ну, алло, покажи ногти. Ну, блин, там не видно, но тут, короче, капельки. Фиг с ним. А еще я, короче, себе заказала лампу, которая должна висеть была где-то вот здесь буквально, и светодиодная в форме планетки, но у меня провод не достал, поэтому ее нет. Но, может быть, я потом что-то придумаю и повешу ее, потому что она так красиво должна была сиять сегодня. Оригинальная Vogue, то есть проснувшаяся, это не быть равнодушной к социальной несправедливости. Грубо говоря, это про осознанность, внимание к расизму, сексизму, прочим видам угнетения. Но людишки-противники равенства перекрутили это что-то вроде проклятая повестка, где меня угнетают, спойлер, я белый гетеромужик, и таким образом сейчас Vogue в играх это что-то типа «не дай бог». Протагонистка неконвенциально красивая. Впрочем, даже не дай бог, это вообще протагонистка. Или ужас, перс не гетера. Это слово стало таким себе ярлычком, пугалом. Иронично, потому что все, что считается Vogue, это как бы просто разнообразие. Но это я совсем коротко для тех, кто не особо понимает сам термин. А еще я надеюсь, вы не слышите мой вентилятор, он не искажает звук. Надеюсь. Потому что так ужасно жарко, это просто капец. У нас вчера было 35 градусов, кажется. 32, не помню, что это такое. А вечером была такая сильная гроза, капец, прям розовые молнии видела. Ладно, не суть, я опять отвлеклась. Если вы не помните, то я напоминаю, что существует так называемый Vogue-лист игр, где огромное количество игр оценивают по уровню повестки. Там есть Not Vogue, Slightly Vogue и просто Vogue разделы, также описание, почему игра повесточная, и список еще постоянно пополняют. Я не могу передать словами, насколько странный сам по себе этот лист, насколько там много несостыковок, несоответствий и стрёмных аргументов, почему та или иная игра Vogue, и все их мы вряд ли сможем пройти, наверное, потому что их там 1601 штука. Но если видео вам понравится, то, может, я потом бы сняла еще подобное, или чтобы мы взглянули на какие-то игры другие. В конце концов, это почти неиссякаемый источник контента. Методом недолгих поисков я нашла группу этого листа в Стиме, и, собственно, там и обитают их создатели, их я тоже нашла. И знаете что? Я даже зачитаю некоторые моменты из их риторики и методологии, потому что... Просто послушайте, да? Vogue контент, как они говорят, это любой контент в играх, включая, внимание, музыку или игровые механики, которые включают темы левого политического течения в западной политике. Если бы только это... Дальше смотрим там веселее. Итак, Vogue темы — это темы, что включают в себя, по их методологии. По пунктам. Сообщение в поддержку климатических действий, ЛГБТК+, да и контента, то есть разнообразие, справедливость, инклюзивность, коммунизма и социализма, аборта, педофилии, иммиграции, трансгуманизма, демократов и прогрессивизма. Чудесно. А также это сообщения, что являются анти, то бишь против республиканцев или консерватизма, против человечества, что бы это ни значило, против колониализма, капитализма, гетеросексуальности, патриархата, против белых, семьи, стереотипных семейных ценностей, я думаю, против оружия, против свободы слова и так далее. Ну, вы поняли, да? Я бы тут много могла и долго сопоставлять разные противоречия, рассказывать вам разную инфу, к которой можно было прийти даже просто пару минут, сидя на жопе и логически поразмыслив, но я не буду. Единственная вещь, которую я хочу сказать, мы видим весь этот перечень из первой части, то, какие темы там в поддержку Vogue якобы. Потом мы видим вторую часть, там, где нам говорят о том, против чего быть нельзя. И вот во второй части у нас есть против свободы слова. То есть нельзя быть против свободы слова. И я просто... Я не знаю. Свобода слова, но только если вы со мной согласны.
Я просто не понимаю, как в целом это может в голове создателей сосуществовать, потому что типа женщин, сильных, ЛГБТ, небелых людей, кучи всего нельзя, ибо это пропаганда. А свобода слова должна быть, иначе тоже пропаганда. Мальчики, мне кажется, немножко потерялись в своих же правилах, и им бы туда кого-нибудь еще умненького. Хотя умненькие к ним не подойдут и близко. Кстати, это еще и не все. Там на самом деле очень много чтива, но я вам просто основное показала по их выборкам и как они все это относят. Интересно, что многие их зрители и в целом, я знаю таких людей, лайкают и шерят подобные списки, думая, что просто не хотят политики в играх. Но сама по себе фраза «без политики» — это уже политическое заявление. Вот парадокс, да. А еще часто это может быть даже заявлением о статусе КВО, мол, игры с белым мужиком — это норма и стандарт, а все остальное — это пропаганда. Порой такие люди даже сами могут не осознавать, что они участвуют в какой-то массовой травле или насаждении токсичных стандартов. Это что-то типа внутренней реакции на страх перемен, потому что мир меняется, но они хотят там назад в 2007 условно. Только культура так не работает. Еще небольшое наблюдение. По идее, список делал один человек. В группе Steam, как админы этого великолепного сообщества, значится двое людей, так что решила глянуть их аккаунты. И это немножко смешно, конечно, потому что на одном аккаунте, который, по идее, главный, всего 80 игр. На другом игры скрыты, но, судя по уровню 25-му, их там тоже не то чтобы прям дофига. Я бы даже сказала, немного. И мне очень странно, что они с таким пулом игр могут оценивать их, находя там какую-то повестку. И это ж, чтобы найти повестку, это реально нужно посмотреть всю игру, чтобы узнать наверняка с ног до головы, от начала до конца. Потому что иначе ты можешь просто пропустить. А они находят такие моменты, которые в какой-то момент игры, там, одна рандомная фраза или что-то такое, и все, это уже волк, считай. А как? Я, конечно, предполагала, что они там игры тупо глядят на Ютубе, но да, это так глупо звучит. Я еще приложу пару скринов со Стима, которые я не нашла, потому что там всякие прикольчики, и, в принципе, после этого закончим со Стимом. Во-первых, вот это. Гэрис Мод ввел запрет на нацизм, и типа челики буквально за него. Они такие, если что-то против человечества, то это воук. Также они ставят запрет нацизма в игре как воук. Это же ни разу не античеловечно, да? Ну норм, чё. Второй момент, я тут вообще хихикала, сидела, я не могу с них. Клэр, Обскур, Экспедиция 33. Их спрашивают. Есть инфа про игру, вроде неплохо, но у 33 в названии же есть некое эзотерическое значение. Может, связывает их с тайными либеральными сообществами? Страшно, тайное движение. Кто-нибудь расскажите им, ладно? Из той же ветки пишут, коротко, там есть куча женщин, но они привлекательные, значит норм. Я просто не могу с них. Я не могу. Они прям вот даже не скрывая прямым текстом говорят, что если в игре есть женщины конвенциально красивые или объективированные, короче, усложняют их взоры, то норм. Игра тогда не волк. А вот если бы страшные, это другое дело. Это так тупо. Почему они не понимают, насколько выставляют себя инцелами? И потом мы видим у них в волк-списке, что женщины на главных ролях, главнокомандующие, там дерущиеся или сильные, это волк. Там такого много можно найти на самом деле. А почему-то та же Ниер Автомата и Байонета у нас вообще не волк. Хотя они тоже буквально дерущиеся женщины, которые разносят все. Окей. Про Байонету там вообще в свое время что-то мол, она такая empowering и все такое, короче, боже мой. Тут мы как раз тоже наблюдаем это двуличие, чтобы и рыбку съесть, и на сесть. Да. Там еще писали, мол, что если есть несколько небелых NPC, то это имеет смысл, раз это Франция, и типа они буквально сидят, считают и думают, и сопоставляют, а точно ли там они могут быть? Точно их может быть вот настолько много или чуть-чуть? Точно так же у них Vogue стала та же Until Dawn, потому что там двое из 8 ГГ. Это пара из женщины-азиатки и мужчины-афроамериканца. И они прям серьезно там пишут, сидели и строчили о том, что что-то про сводничество, про то, какие-то там статистические данные, мол, таких пар очень мало. Прям вот на серьезных щах. Это так странно.
Это очень странно. Кстати, про расово смешанную семью упоминание у них было также в Helldivers 2. И вот это прям кричит про их расизм. Орет ярким матом, я бы вообще сказала, чел, это игра, богиня, успокойтесь, пожалуйста, это игра. Статистические, блядь, данные про пар. У меня на самом деле после подобных, а их ой как немало, появляется все большее желание никогда не общаться с мужиками. И они же, если такое им сказать, будут считать виноватыми феминисток. Не себя, не других мужиков, которые позорят просто всех остальных и орут громче всех. Нет, они будут винить женщин, что не верят в нетакусь. Ну так, блядь, сделайте что-то с этим, покажите себя в другом свете, скажите побратимам, что так не надо. Нет, нет. Таких я как раз совсем не вижу пока. Единицы только. Просто они даже не думают о том, что с ними там условные девочки, феминистки, кто угодно. Ну, мы вспоминаем, да, про то, что у нас типа эпидемия мужской мужского одиночества, да. И они же не думают про то, что проблема в них. Они об этом вообще не думают. У них проблема в том, что вот феминистки такие плохие, они вот так вот нас позорят. Гребать, чел, вы сами справляетесь. Зачем мне вас позорить, если вы это делаете буквально сами? Ой, ладно. Знаете, я, короче, вот снова вспомнила их эту методологию. Я просто не могу перестать до сих пор об этом думать, потому что, типа, да, там все плохо и противоречиво, но конкретно пункт свобода слова меня прям добил и не отпускает до сейчас. Я потом еще сидела, дописывала часть мыслей, чтобы высказать их сейчас. Просто я, когда начинаю вдумываться, рассуждать, то это становится еще абсурднее, чем на первый взгляд кажется. Они буквально говорят, что они не поддерживают в играх анти-фри speech messaging, но затем мы видим в игре абсолютно каждый другой их пункт выборки. Просто из этого понятно, что на самом деле раздражает этих людей, которые создают и поддерживают этот лист. Их бесит не то, что игры, как они считают, woke, а то, что мир меняется, а они нет. Их бесит сам факт того, что женщины, квир-персоны, не белые люди вообще решились открыть рот и начать делать и создавать что-то свое и для своих, для таких же, да, для других людей. И это логично, мы уже об этом говорили, но у меня каждый раз в голове не укладывается такое, как кого-то может просто бесить то, что что-либо создано не конкретно под их хотелки, фетиши и фантазии. Как они считают, что мир буквально обязан принадлежать им, и так было, есть и должно быть. Я просто не могу свыкнуться с этой мыслью, что люди с подобным мировоззрением не выдумка, что они вот как бы живут где-то тут и там, на одной планете со мной, может, рядом ходят. Я просто как-то уже упоминала где-то вроде, что я живу в своем пузыре, где мои близкие люди или люди, с которыми я как-нибудь контактирую, общаюсь, так скажем, они имеют те же взгляды, что и я. И поэтому я часто отвыкаю вообще от того факта, что они все такие, что не все в этом мире не расисты, гомофобы, мизогины и прочее. И my bad, конечно, но sorry, not sorry, я вот таких людей с такими взглядами вертела. Ладно, отступление окончено, давайте вернемся к воук-листу. Когда мальчики ныли, что, ну не знаю, новый ассасин Тувок, потому что не бывает темнокожих самураев, и за женщин мы играть не хотим. Их нытье все еще не имело никакого смысла, потому что в аниме и японских играх всегда присутствовали темнокожие самураи, да и женщины тоже. И никто не ныл. Но там я хотя бы понимала ход их мыслей. А тут Тони Хоук у них Тувок. Тони Хоук. Ремейк игры 99-го года. Игры, в которую я играла в детстве с мыслями, блин, как жаль, что так мало женских персонажей, но хорошо, что они хотя бы есть, и я могу поиграть за девочку. Она Тувок. Они реально скучают по временам, которых никогда не было. Содержат про ЛГБТQ, про DI. Видимо, это из-за женских персонажей, что они отличаются от мужских во время кастомизации. Мы сейчас это обсудим, но во время ковида они продвигали маски и социальную дистанцию. О боже мой! Иногда у меня из головы вылетает, что это настолько отбитые люди, которые не просто хейтят женщин и не похожих на себя людей, уже даже не пытаясь притворяться адекватными. Потому что все такие хихи, ха-ха, они просто дурачки, все эти года закрывали на них глаза, да? Но повесточка для них — это же уже буквально все. Да как посмели эти разработчики промоутить социальную дистанцию во время ковида? Страшная повесточка. Нам такого не надо. Вообще не смешно, на самом деле, это трагедия, плакать нужно. Надо, давайте вернемся к Тони Хоуку. Я в детстве Тони любила очень. И это, кстати, была первая игра, которую я купила себе на Switch, когда мне его подарили. И я даже не знаю, как эта клятая повесточка могла пройти мимо меня. Так что я пошла дополнительно гуглить, все-таки я не так хорошо помню оригинал. Может, действительно что-то кардинально изменили. И в первом же ролике, прежде чем вы купите, человек жаловался на то, что несмотря на то, что добавили кастомизацию
персонажа там очень мало что можно изменить. Только 2 тела, мужское и женское. Никаких их ненавистных боди-тайп А, боди-тайп B. Нельзя быть низким или толстым, тощим, мускулистым и так далее и тому подобное. Тем более никаких злобных местоимений и выкрутасов, как в Киберпанке, нету. Который, кстати, несмотря на свою крайне бинарную систему всего одного гея для галочки и явную попытку угодить белым гетеро-мужикам, создатели этого списка не рекомендуют. Из-за чего у меня стойкое ощущение, что в эти игры они даже не играют. Делаю свои выводы чисто на основе рекламных кампаний. Это бы многое объяснило на самом деле. Особенно с учетом того, как часто они ноют, что в играх можно играть за женщин, там показаны сильные женщины. А трилогию Крэша, которую пересдали пару лет назад, добавив возможность играть за Коко, которая ничем не отличается от Крэша, они почему-то повесточно не сочли. Хотя раз уж на то пошло, она всегда была лучше Крэша. Она не просто была умнее, она была гением, когда тот даже разговаривать не умел. КС с женскими скинами — это Воук. Но Left 4 Dead с одной женщиной на 3 мужчин, которые опять же ничем от них не отличаются. Точно так же выживают среди зомби, точно так же справляются с оружием. Буквально просто другой скин. Это не Воук. Но я даже решил проверить, вдруг мне память изменяет. И разве что на форумах пишут, что персонажи покрупнее, вроде Коуча, имеют больше хитбокса, чем кто-то вроде Зои. Но тогда вообще получается дискриминация мужчин. В них проще попадать, и они будут быстрее умирать. Больше всего, когда я только увидела этот лист, я поржала с одной игры, найдя ее там. Это была Валли. Многие знают этого милого робота еще, полагаю, по фильму с ним. И вот я вижу, значит, что у них в списке он есть и значится как Воук. Содержит проклиматические сообщения. Это, блядь, так смешно. Я не могу передать словами, как я первый раз угорала, увидев это. Я потом вот еще нашла, как кто-то ущемлялись, мол, женская фигура, ну, Ева, которая показана более продвинутой. Карл, более продвинутой. Показана роботка, что якобы женского типа. И их это ущемило. Потому что она более продвинутая, чем Валя. Я не знаю, я когда об этом думаю, это слишком... Это какой-то сюр. Я вот даже представляю себе, сидит какой-то мужик, чешет пузо, запуская Валли, и видит он этого милого робота на безлюдной мусорной планете, и первым будет не какое-то умиление самим Валли. Ведь он еще так мило там пёкся о тараканчике и сам милашка. Даже не мысли о том, что да, грустно, надо беречь планету. Даже не банально, интересно, что там дальше по сюжету будет. А ёпрс, это что за проклиматическое сообщение? Я даже понять не могу, что плохого в том, что рандомный человек, поиграв, вдруг задумается, что нужно беречь место, где мы живем. Серьезно? Серьезно? Чем больше я смотрю, тем больше поражаюсь. Ремейк «Мафии», про которую я очень хорошо помню, как ой, повесточка, ой, все испортили. Я ж из-за этого, собственно, играть в нее пошла. Даже не помню, что им там не так было. Не понравилось, что герой не спит с девушкой на первом же свидании, а вместо этого мило обнимается на диванчике. С убийством проститутки момент Фанни немного изменили. Добавили женщинам чуть больше персоналити. И плейбой убрали. В общем, жуть страшно, испортили игру. Но нет, для этих людей почему-то все к повесточке они не заметили. Хитман, куда добавили женщин, не то чтобы дофига, в районе всех тех же 30%. Но по сравнению со старыми частями, я говорила, это дофига. Тем более, что они там никакие не проститутки, не секретарши, а важные шишки, начальницы, ученые. Нет, это они почему-то рекомендуют. Хотя больше ни одного стрип-клуба в игре. Казалось бы, хотя бы поэтому они должны были ныть. Elden Ring зато, простите, повесточный. Вот не знаю, как я играла, что опять ничего не заметила. Причем забавно, потому что Dark Souls у них только в отделе информации. GTA Vice City to Vogue. То есть, когда женщин меньше 30% по городу ходят, и большая часть из них проститутки все выставлены на посмешище, а одну из них ради хохма в конце еще убивают, потому что задолбало говорить о своих женских штучках. Так вы не понимаете, это сатира. Но когда смеются над правами, так это повесточка, прекратите. Ну ладно, это я еще как-то за уши могу притянуть. Но когда симулятор автобуса тебя ущемляет так сильно, что тебе его нужно внести в список для бойкота, это уже нечто. А сейчас такой маленький мем. Geometry Dash игру знаете? А я помню, когда-то еще в универе на телефоне в нее залипала, меня тогда она так бесила. Так вот она, Волк. Geometry Dash — игра, ритм, платформер, где за какой-то кубик надо прыгать через препятствия, это пропагандистская игра. Потому что там где-то есть какой-то уровень, созданный людьми, но одобренный разработчиком, где есть цвета флага ЛГБТ. Вот такие у нас дела. Дальше у нас Stranghold текучая игра, где мы играем за владельца магазина растений. И, по сути, весь геймплей в идентификации гербария, продаже его же, решении головоломок. И, в принципе, это довольно чиловая игра с приятной для глаз цветовой гаммой, ну, как по мне. И что мы видим? Игра слегка воук. Но меня добило не то, что она в целом слегка воук, а то, почему игра слегка повесточка.
тонкое антипатриархальное послание, ведь в одном моменте NPC-шка говорит, что ее воспитала ее мать, которая сбежала от мужа после того, как он первый раз поднял на нее руку. Я как бы сразу говорила, что челы, что делают, следуют этому парашному листу на серьезке, это слегка, а может и не слегка повернутые челы. Но просто антипатриархальное послание, когда мужик бьет женщину, это серьезно стало слегка воук. Типа, она должна была остаться и терпеть, я так понимаю, и тогда бы это не было воук. Ну, типа, если это все, что делает игру воук. И вообще нам в играх о таком не говорите, потому что вдруг женщины в этой или похожей ситуации тоже решат уйти. Это же у нас антипатриархально. Только почему-то куда-то сразу делась их же риторика, которая гласит, что все противочеловеческое это воук. Снова получается немного расхождение. Или насилие это не античеловечно. Тоже очень по-человечески, да? Еще я обратила внимание на слегка воук в игре Call of the Sea. У нас тут тонкие античеловеческие послания, и мне даже стало интересно, почему же, и я сошла на подробный обзор, где чел вывалил вот это. Тут спойлер концовки будет, если что. Кстати, на моем летсплей-канале есть прохождение этой игры, если вдруг кому надо. Итак, в конце игры ИГГ представляется выбор, быть ли со своим мужем, прожив с ним короткую жизнь, ибо девушка постепенно умирает, если не вернется к корням, скажем так, или вернуться в море, став морским существом, жить бессмертную жизнь. И вот он пишет такой. Это можно интерпретировать как профеминистическое послание, говорящее женщинам, что им будет лучше, если они откажутся от домашней жизни в пользу истинного «я». Тут плохо просто все. Просто все, начиная с того, что да, если женщина будет счастливее именно так, то ей так лучше. Это же просто, элементарно логично. Заканчивая тем, что это, бляха, просто сюжет игры, и там ничего такого, типа, скрытого послания, которое он себе придумал, просто нет. Ты можешь выбирать, что хочешь, типа, тоже факт, прожить немного и болея, но с мужем, или бессмертно, но уйти в воду. Но такие интересные вопросы я не могу. Я хз. Никто же не заставляет это выбирать. Я вообще обе концовки посмотрела и даже на секунду не задумалась о том, что этот чел тут настрочил про эти тонкие послания. Ни хрена ж себе послания, да. Или вот еще хорошая игра Aliens, в которой мне понравилось то, что самые важные персонажи — это женские. Та самая игра по вселенной фильма какого, простите, года? 86-го? Где была крутая, сильная, независимая персонажка, которая стала иконой на десятилетия? Где все мужики умерли, потому что не стали ее слушать, потому что она женщина, и она осталась одна спасать мир? Того самого фильма, хоррор которого заключался в аллюзии на беременность? Игра по вселенной того самого фильма, и мне понравилось тем, что женщины играют там важную роль в сюжете. Тем самым людям, которые ноют, что последние года кругом одна повесточка. Ну как относиться к ним после такого серьезно? При этом они рекомендуют принцип Талоса, где буквально самое главное лицо — это женщина, при этом она еще и ученая. И как можно было догадаться изначально, но стало очевидно со второй частью, мы еще и играли за женщину-робота. И как отвечали обиженкам разработчики, им очень обидно, что они вкладывают столько усилий, чтобы детально продумать мир, а на него смотрят так поверхностно, совершенно не вдумываясь. И мне кажется, там поднимались различные темы вроде загрязнения планеты, что точно не должна была понравиться этим мальчикам. Там, кстати, есть Hellblade, но вовсе не потому, что героиня, по сути, отправляется на спасение своего парня, что логично, они могли бы счесть повесточкой. Но нет, дело в том, что персонажка — воительница Пикты. Или Пикты. Не знаю, как точно произносится, но вы поняли. И нету исторических доказательств того, что существовали женщины-воительницы у этих народов. И просто, я могу хоть как-то понять доёбки до ассасинов, которые типа историческая игра. И хотя вон, помню, ныли, что не было женщин-викингов, хотя уже давно известно, что еще как были. Но поскольку это не вписывается в их картину мира, они отказываются это признавать до сих пор. Я не удивлюсь, если с этим окажется так же. Не говоря уже о том, что история все это время писалась мужчинами. Ну да ладно. Но с каких пор в игре может быть исключительно то, что подтверждено историей? Убирайте тогда отсюда эльфов-русалок, я не знаю. Или они в них верят? Кто поддержит их за руку, когда я им это скажу, потому что я брезгую? Это настолько смешно просто. У них воображение вообще не работает, и если что-то не соответствует картине их мира, у них мозг отключается. То, что, предположим, что конкретно у этого народа именно в этот период не было задокументировано никаких женщин-воительниц. Я на целый список наткнулась воительниц Шотландии древних времен. Я не понимаю, почему им так сложно просто представить, что у тех народов в тех времена могли быть женщина-воительница. Ведь они там были все время. И просто с такой дотошностью они должны были Леонор отнести к некремендую. Потому что я говорила, в те времена женщины-полицейские уже были, их было достаточно много. Но их оттуда убрали, чтобы, видимо, таких мальчиков не тревожить. И это не соответствует истории, но им почему-то наплевать. И либо это все просто игры, они не обязаны соответствовать истории. И там может быть что угодно. Или бойкотите тогда Элеонор и многие другие
другие игры за стирание женщин из истории. Пусть будет хоть какая-то консистенс. Меня не так бесит их тупость в целом с этим нытьем о повесточке, как то, насколько они непоследовательны. Ну хейтите вы пропаганду, ну хейтите тогда уже всю. И я отвечаю, раньше такого не было. Да, женщин гораздо чаще и больше сексуализировали, но были и амазонки, и воительницы, может быть, чаще лучницы и волшебницы. Но тем не менее, всякие натренированные солдатки-бачихи в играх постоянно присутствовали. Никто не ныл, все играли и получали удовольствие. А сейчас не дай богиня какая-нибудь сильная женщина, и сразу начинается вой. Я просто правда не понимаю, откуда корни растут? Неужели им так страшно при виде сильных женщин? Они запихнули в свой список даже Deadloop. Но тут даже не поспоришь. Autoplace Diversity in 60s. Я же говорю, игра года, а меня никто не слушает. Я так представлю челов, которые сидят, и им, как и мне, нравятся вот все эти сеттинги Америки 50-х, 60-х годов. Все такое ретро, диско, прочее. И они надеются увидеть игру без женщин и темнокожих, а тут нате, и у них сгорает. Мне прям так радостно на душе становится. Ты еще больше начинаю любить эту игру. Обидно только, что она одна из немногих. На десятки других, что не то чтобы решили показать те времена такими, какие они были. С расизмом, сексизмом, билизмом и прочим. Делая комментарии на это. Что я бы еще поняла. Она просто игр с белыми мужиками и изредка появляющимися сексуализированными женщинами. Но как раз игры с комментариями на дискриминацию им, скорее всего, тоже не понравились. Потому что, опять же, проблема не в том, что они создают альтернативную реальность, где все радужно и прекрасно, и никаких проблем нет. Они просто не хотят видеть других людей. Но тут сразу понятно, что челы никакого медиа, кроме игр, вообще не потребляют. Потому что в фильмах, книгах, сериалах женщин дофига. И агенток, и ученых и к месту, и не к месту. И в любом веке, и в любом сеттинге. Ну как дофига? Тоже в районе 30% обычно. Но это раза в 3 больше, чем в играх, которые любят потреблять эти мальчики. Очень жаль, что в их списке нету ни This is Police, ни Hollywood Animal. То, что я прям сгораю от любопытства, что бы они про них написали. Но правда, опять же, для такого в эти игры им пришлось бы сыграть, а я уже сильно сомневаюсь, что они вообще играют в игру. Я еще там увидела, что они игру Feed the Cups отнесли в Vogue, и как бы у меня сразу вопросы появились, потому что в некоторых играх, которые они внесли в немного Vogue, список их выдуманных проблем намного шире, но они реально придрались вот к этому. В игре используются местоимения «они» на «внимание» вещах. Это буквально просто забавный симулятор управления собственным питейным заведением, и все клиенты здесь — это разумная посуда. Посуда Карл. Тут хоть оно, обращайся, хоть они, хоть как угодно. Это буквально ходячие чашечки и стаканчики, которым ты подаешь напитки. Overcooked у нас волк из-за енота на инвалидной коляске. Зато Секира у нас не волк вообще, хотя он тоже, по сути, чел с особенностью, у него типа руки нет, ну ладно. В том же The Elder Scrolls 4 Oblivion список обширнее, но, как мы видим, тут они отнесли в Slightly Vogue. А вот в Skyrim они решили добавить в Vogue описание моментика, где норская женщина, NPC-шка, спрашивает, оскорбляет ли вас вид сильной норской женщины? Норской сильной буквально одна из рас в Скайриме, что славится своей силой и суровостью. С цивилизацией 6 я тоже поржала. Там написано, мол, добавлены исторически неважные женщины-лидерки. Это которые? Клеопатра, Екатерина Медичи, королева Виктория. Можно конкретнее про незначительных исторических неважных женщин? Мне правда интересно. О, кстати, Салли Фейс помним? Так вот, это тоже Vogue частично, потому что челы заметили разочек, что ГГ мог надеть платье. О, ужас, о, кошмар. А еще вот в Project Zomboid есть событие, при котором из одной спальни в доме с вероятностью 1 к 7 выйдут 2 голых персов одного пола. Это у нас тоже немного Vogue уже. Вероятность 1 к 7. Жесть. Нет, жесть в том, что они одного пола, и они выйдут с одной спальни. Все, это просто, это разрыв. Или докопались до еще какой-то мелкой индюшатины, где можно выбирать местоимения. И как стандартные стоят они их. И мне вот просто интересно, они бы хотели, чтобы стандартными стояли мужские? Потому что я уверена, они бы обиделись, если бы стояли женские. Это, конечно, ни для кого не новость, но опять же, они хотят, чтобы все создавалось в угоду им. Чтобы они были стандартом, а женщины дополнением или скорее отклонением от нормы. А остального просто не было. Ну что вы, никакой ненависти к женщинам. Вообще, всюду сплошная мизандрия. И, судя по всему, заключается она в большинстве случаев наличием цветных флагов в игре, потому что кажется, что в половине игр у них именно такая претензия. Больше ничего, просто флаги им не понравились. Вот, например, игра, которая ой, как далека от повесточки. Разрабы которой, скорее всего, поленились создавать еще одну модельку. Но каким-то образом обиженки решили, что это тоже повесточка. И, видимо, разрабы продвигают какую-то альтернативную биологию, я не знаю. Или абсолютно рандомная идея-игрушка, которой продаж, наверное, даже 1000 не будет. Просто представьте, чел зашел в игру и ущемился с того, что там одинаковое количество хакеров и хакерш. Это просто уморительно. Даже я не такая дотошная. Хотя, честно, появилось желание пойти проверить, их там действительно поровну, или он на глаз определил, по факту их там 30%. Но игра настолько
настолько мелкая, что я ничего про нее не нашла, а покупать ее не захотелось. Я про пол с гендером вообще молчу. Я обожаю людей, которые до сих пор не поняли разницу между этими двумя терминами. Я могу еще хоть как-то понять их обидки на нестандартные местоимения. Ух, жуть, страшно, что-то непривычное. Но когда они начинают нести свою чушь про два пола и обижаться на существование гендера, это просто умора. Я как бы не ожидаю, что они будут понимать, что тот самый пол, о котором они говорят, гораздо сложнее, чем простое мужское и женское. В школе их, видимо, этому не учат. Но хотя бы базовое пол — это не то же самое, что гендерный перформанс. Хотелось бы, чтобы они понимали. Ведь не то, чтобы они стремятся к постгендерному обществу, а потому так хейтят это слово. Тогда по ним, может, хоть что-то бы понимали. Нет, они просто хотят, чтобы женщины были женщинами, а мужчины были мужчинами. Что бы это ни значило. И в играх этих самых женщин, очевидно, должно быть меньше мужчин. И занимали они роли секретарш и медсестер, и никаких не хакерш или секретных агенток. Опять же, не могу не порекомендовать книгу «Гендерный мозг», где, во-первых, хорошо объясняется то, зачем нужны разные термины для этих вещей, а во-вторых, легко и интересно, женщина, мне кажется, она была нейробиологиней. Но она, в общем, рассказывает про различные исследования, которые проводили, чтобы выяснить, есть ли разница между мужским и женским мозгом. Про пластичность, то, как рано мы усваиваем все эти гендерные установки, как это на нас влияет, в общем, очень интересно. Сори, отвлеклась. Ремейк Dead Space, кстати, тоже Vogue. Потому что они сделали гендер-свап паре персонажей. Видимо, осознав, что там было слишком мало женщин. И знаете, сколько их там теперь? 36% вместо 23. Но, видимо, 36 — это уже перебор для них. Я люблю, когда люди ждут, что игре сделают ремейк, но оставят все точно так же, как было 10-20 лет назад. Ведь суть ремейка вовсе не в том, чтобы сделать игру лучше и исправить ошибки прошлого. Каждый раз над любыми изменениями плачется, как в первой. Я тут сейчас подумала, я не знаю, есть ли в списке эта игра, потому что я название не могу вспомнить. Но я думаю, вы поймете, там про самураев. И первая часть была с мужчиной. А потом они заносили вторую часть женщины, и ой, что началось! Они так заныли, что я не знала, смеяться или плакать. Но честно скажу, я ее планирую купить. Просто потому, что первая часть была безумно красивой. И я все жалась, может поиграть, но и так столько игр про самураев как-то А с женщинами их не так много, и можно будет попробовать. А если уж понравится, тогда я первую себя заставлю пройти. Честно говоря, я видела довольно много адекватных комментов по этому поводу. Мне кажется, всех уже эти челы просто достали. Парни шутили про то, что эти челы не настоящие геймеры, раз отказываются играть за женщин. То, что явно тогда пропустили Ларочку, Резидент, Динокризис и так далее по списку. И может быть, игр с женщинами процессуально все еще не так много, но культовых за это время вышло достаточно. А вообще, знаете, если это была Ghost of Tsushima, то первая часть есть в списке Vogue. Видите ли, ЛГБТ+ и разнообразие. Слишком много женщин на фронтлайне. Так что чего челы ныли с того, что вторую часть заанонсили женщины в главной роли, если им первая уже была Vogue, неясно. Или они надеялись, что их на те услышат и ко второй части справятся? Или, может, у них тоже есть степени деградации? Знаете, есть те, кто на фоне NPC-шки бегают еще терпимо, может, даже не заметят. Но в главной роли женщина — это уже перебор. Но может, они захейтили первую, но шума ради решили поныть повторно насчет второй? Выразить, так сказать, свое недовольство? Я правда не знаю. Ну или опять же, большинство из них в игры не играет, поэтому каких-то там NPC-шек на фронтлайне они могли не заметить. Но женщина в главной роли на выставке — ужас, кошмар, как жить? Только представьте, вы смотрите выставку Джеффа Килля. Все сидят, наслаждаются, радуются каким-то новым анонсам, записывают себе, во что хотят поиграть. А челы видят женщину на экране, о боже, надо идти писать комменты в чатике. Очень сложно не смеяться над такими. Совсем мы бы так ныли каждый раз, когда анонсят игру с мужчиной в главной роли. Может, прикола ради стоит начать? Я вот сколько об этом уже думаю. Задолбаюсь каждый раз что-то постить просто. Ладно, их лист можно разбирать часами, если честно. Они там ущемляются из того, что женщина может быть быстрее мужчины, из того, что есть несколько женщин-командирок и фронтовых бойчинь, из того, что в игре есть теки про психическое здоровье. Там, кстати, в целом я заметила, что они очень много не одобряют, если в игре про менталки и жизнь с ними речь. Или моя любимая, вы не поверите, в какой-то новелле присутствует слепой персонаж. Ужас. Ладно, ЛГБТ мне понравился, но слепой персонаж — это просто жесть. Хотя вспоминаю, что они заныли, когда новый Dragon Age Vitiligo можно было добавить. Это настолько бредово. Ладно, ныли с растяжек. У них в мире женщины обязаны быть отфотошопленными куклами. Чего уж говорить об играх. Но ныть с Vitiligo и слепых персонажей — это прям совсем край. К тому же, что это и мужчин касаться тоже может, как бы непонятно. А вот тут у нас маловероятно, что искусный часовщик, родившийся в 1915 году, был женщиной. Но вы поняли, женщины никогда ничего не создавали, и вот опять, еще и в игре. Клянусь, я буквально не так давно думала над видосом про достижения женщин в реальном мире, еще рассказать про то, как женщинам приходилось всячески делать вид, что они мужчины, скрываться, и все такое. Ой, доведут меня, я ж сделаю. Про тейки типа «изменение климата усложнило жизнь» или «берегите животных» или «ГГ не белый, не гетеро или не мужик» я молчу, это ж все и так логично, да? А еще Baldur's Gate, Dragon Age, The Elder Scrolls, Assassin's Creed, Fallout, Borderlands, Sims, Girly, вот это все, это мы пролетаем, потому что это все очевидная Vogue.
Поздравляю. Нас всех. Они пишут сильный социальный комментарий, как будто это что-то плохое. В игре разнообразие, это можно играть за женщин и темнокожих. Хорошо, минусы будут? Я просто правда не понимаю. Просто представьте, чел с индийскими корнями решил сделать добрую душевную игру, вдохновленную жизненным опытом. Про пару, что переехала в Америку в надежду на лучшее будущее. Они завели ребенка, но поняли, что теряют связь с родиной. Такое небольшое приключение на пару часов, где вы готовите национальные блюда другой кухни и погружаетесь в чужую историю, которая даже если вам не совсем близка, но очень интересная, заставляет задуматься о каких-то вещах, соображает другим людям, какой-то новый для вас экспириенс. И антивок ребята заносят ее в список своих игр. Как будто это что-то плохое. Потому что это пропаганда, очевидно. Игра не про белых мужиков. Не AAA продукт. Инди-игрушка чуть ли не соло челика. Вообще охренел делать игру про то, что он захотел. Или игра про терраформирование, потому что очевидно солнечная энергия зло, и нельзя пропагандировать заботу о природе. Или игра про маленькую девочку, что хочет сохранить заповедник, чтобы на его месте не строили никому не нужный отель. Очень доброе приключение, между прочим, рекомендую. Смешно еще то, что в игре помимо просто полного недоразумения, типа там внести Валли, да, или House Flipper 2, как Волк, но еще и максимально странная вещь в том, что игры одной компании или даже серии могут быть и Vogue, и нет. Многие игры, которые делались для них же, снова же, как Marvel Rivals или любая другая игра с кучей объективации женщин, например, они тоже могут внести в Vogue по максимально кринжовым причинам. Я вообще удивляюсь, как создатели, последователи этого недоразумения живут. Они же, должно быть, чувствуют постоянную непрекращающуюся боль, потому что вокруг существуют не одни белые гетеромужчины, что не поддерживают окружающую среду, свободу слова, демократию, исключают все, что не патриархат, ношение оружия, традиционные ценности. Тяжко, тяжко. Снова же, 0 слов про всякие там игры типа Baldur's Gate 3, Драгонаги, Elder Scrolls и прочего, где есть магия или какие-то невероятные технологии, но ее причисляют в Vogue, ведь как так? В то время не могло быть сильных женщин на главных должностях и не белых также, и ЛГБТ, конечно. Какой ужас, какой кошмар. Зато магия, разные расы, монстры, мегатехнологии, перемещения или модификаторы времени, жизни и воспоминаний, они ж могли быть. Точно. И тогда и сейчас могли быть. Зуб даю, не подумала. На самом деле для меня этот воук-лист это как какой-то показатель конченности. Ну, представляете, даже тут есть выгода. Можно иногда заходить туда, чекать игры, потому что если есть какая-то игра Vogue, то она с большей вероятностью будет неплохая. Но это я так чуть-чуть шучу. Или не шучу. В целом, челики даже не знают, что своим списком сделали неплохую рекламу многих игр. Потому что, типа, спасибо, мой виш-лист пополнился на 20 тайтлов, потому что вы случайно создали каталог Индии и не только игр с нормальной повесточкой. Но ох уж это пропаганда. Обычно я сама беру на заметку подобные списки, потому что если мальчики по всему интернету ноют, что там повесточка им все испортили, велик шанс того, что мне это понравится. Так было с «Хищными птицами», так я начала смотреть Марвел. Из игр сложнее что-то вспомнить, если честно, но неважно. Тут из-за того, как они разбрасываются громкими словами налево-направо, крича все повесточкой, этот список практически бесполезен для поиска хороших игр. Над воук-листом, мне кажется, посмеялись уже все, кому не лень. Я порой прикола ради гуглю, проверяю, попала ли туда игра, которую я сейчас прохожу. Обычно все обсуждают двойные стандарты, с которыми некоторые новые игры туда попадают, а некоторые старые с таким же содержанием нет. Есть совсем глупые случаи, когда игры попадают туда из-за возможности поставить на Аву радугу. Или когда одна из 700 реплик у рандомных NPC в игре упоминает сексизм. О, ужас. Этот список был настолько идиотским, что даже некоторым антивок ребятам уже с него стало стыдно. И разбирать на серьезке, наверное, это было бы бессмысленно. Но я случайно увидела, что туда попала Dream Daddy. Вы, может, не знаете, что это за игра, но, думаю, по названию картинки догадаться можно. Стоит открыть ее страничку в Steam, сразу очевидно, что это симулятор свиданий. Играем мы за мужчину в возрасте, ищем себе партнера. Может, что-то юмористичное, романтичное. Я не играла, потому что не люблю симулятор свиданий в целом. И как бы, хотя бы было желание это ценить. Смотреть, как хорошо сделано, хотя, опять же, я девушка, что я могу сказать о том, как хорошо прописаны отношения двух мужчин. Если в фильме или сериале появляются парни, что любят друг друга, я ничего против не имею. Я могу им сопереживать, они мне могут нравиться как персонажи, могут нет. Мой любимый сериал — это Modern Family. Моя любимая пара там. Как бы с гетероотношениями. Типа есть, нету, мне ни горячо, ни холодно. И тут как бы то же самое. Очевидно, контент не для меня, я просто прошла мимо. Если когда-нибудь захочется какой-то романтики, иногда такое случается, может быть, сыграю, да? Правда, надо, конечно, проверить, что там ромком, а не какой-то спайси контент. Может, смесь обоих, я не знаю. Но очевидно, что игра сделана не для меня или большинства из вас, а для тех, кому интересны отношения мужчин и симуляторы свиданий. Если вам интересно только второе, но не первое, вариантов в Steam до хрена и больше. Если первое, но не второе, тут немного посложнее. Но опять же, вот существует себе какая-то инди-игра, сделана какими-то ребятами, которые хотели сделать симулятор свиданий про мужчин.
никого себе не трогает. Но внезапно антивоук ребята добавляют ее в список игр с повесточкой. Мол, не покупайте, не поддерживайте, бойкотируйте. Страшная пропаганда. И я просто начинаю уже смотреть на это все как на список триггеров. Неясно, зачем предупреждать остальных, что в симуляторе свиданий про мужчин, о боже, есть однополые отношения. Для чего нужен этот акт занесения игры в этот предупреждающий список? Я этого не пойму. Но по своей сути, этот список — это аналог сайтов с триггерами, над которыми они всегда смеялись. Во неженки не могут посмотреть фильм с парой секунд сцены насилия. Вот дети не хотят смотреть на расчлененку. Вот снежинки ущемляются со всего подряд. А теперь они создают свой список триггеров. Осторожно, в этой игре NPC может пошутить, не напрягает ли вас вид сильной женщины. Вот ей-богу, почему Skyrim туда попал, а Хитман нет? Объясните мне. Лично я на всю жизнь запомнила, когда у него спросили, справится ли он с девчонкой. А он убийца со стажем, который мог ответить, что справится с кем угодно. А он с серьезным лицом ответил, смотря с какой. Я в него влюбилась в ту же секунду. Но нет, она туда не попала. Другие зато попали по не менее идиотским причинам. Опять же, видим, что повесточка их не напрягает, когда это их повесточка. Они не против стирания женщин из истории, но темнокожие полицейские в 99-м году? Nope. Ни темнокожие полицейские, ни женщина их не напрягли в Фаренгейте. Зато, о боже, третьестепенный персонаж Томми, который появляется на одну главу на 5 минут, упомянул, что у него кто-то есть. Вы не поверите, но я переигрывала пару лет назад и тоже внимание обратила на эту фразу, которую в детстве я вообще не заметила. Может, русские что-то не так перевели, может, мне похуй просто было. Но я сидела и думала, ну вот не ныли же раньше. Но рано радовалась. Ты вот думаешь, что их бесит именно навязывание, как они говорят. Но, о боже, кошмар, персонаж, когда у него спросили, как у него на личном фронте, сказал, что у него есть кто-то особенный. Намекнув, что он встречается с мужчином, даже не прямым текстом. Вот кошмар, трагедия. Пропаганда навязывания. Ну ладно, закроем на это глаза. Предположим, что большинство из них жалуются только на игры вроде Dragon Age. Где-то тоже вот только один диалог, который легко можно было избежать. Блин, так сложно вспомнить хороший пример навязывания, когда ты прогрессивный человек. Ну, предположим, я чего-то не знаю, в Dragon Age им правда что-то навязывали. Или они связывают морфификацию игр с повесточкой, бесятся с того, что их игры пытаются сделать мейнстримнее. И вот лезут, как они говорят в их игры, что-то навязывают. Зачем одно к другому приплетать, не ясно. Но они же говорили, делайте свои игры, а наши оставьте в покое. Тогда почему они доебались до Dream Daddy? Почему они доебались до Lost Records? Почему они доебались до Infinity Nikki? Почему они доебываются до каждой игры, сделанной энтузиастами для своих? Почему они такие непостоянные? Может быть, дело все-таки не в том, что им что-то навязывают, а в том, что они гомофобы? Раз они лезут уже в чужие игры, жалуясь, что там что-то сделано не для них. Они буквально так и пишут. В игре есть опция однополых отношений. В игре есть опция выбрать местоимение и так далее и тому подобное. Они прямо говорят, что их не устраивает то, что в играх есть выбор, который их вовсе не заставляют делать. Даже если сначала им не нравилось, что им якобы что-то навязывают. Теперь они бесятся, что персонажи упоминают своих любимых. Даже если им поебать, когда гетеро-персонажи говорят о своих отношениях. Когда гетеро-еблю показывают на весь экран. Когда эти гетеро-отношения пропихивают нам в глотки так сильно, что некоторые не будем показывать пальцами. Могут даже не задумываться долгие годы, что им может нравиться кто-то еще. Но это не пропаганда, вы что? Они лезут в игры, что сделано не для них, чтобы ныть, что там повесточка. Потому что, не должно существовать других игр. Только белые цисгетеро мужики, только хардкор. Но при этом геев показывать все равно нельзя. Вот это вообще не понимаю. Ну почему кто-то до сих пор говорит о какой-то повесточке, навязывании и рассуждает, а в рамках ли Lost Records или все-таки перебор? Думаете, их волнует, что, возможно, Autumn добавили для галочки? Как некоторые пытались прикрывать свой расизм. И они так переживают, что в играх нет настоящей репрезентации и лишь сплошная показуха. Да черта с два, им поебать на токенизм. Они не могут понять, что Autumn уделили в сюжете меньше внимания, не потому, что ее туда добавили ради агенды и писали сюжет вокруг этого, а потому, что им нужно было уделить внимание Кэт. Из-за сюжета. Нору тоже прописали хуже, чем Кэт. Потому что нужно было прописать Кэт. Но если бы поменяли местами Кэт и Аутума, все внимание было бы уделено ей, они были бы тоже недовольны. Потому что им поебать, как персонажи прописаны. Они во всем видят повесточку. Но прикрываются адекватностью, чтобы больше людей с ними согласилось. И было бы проще избавиться от всех неугодных. Они ж вовсе не вступают за то, чтобы геев, темнокожих и женщин прописывали лучше, а не просто, чтобы были. Они их тупо видеть не хотят. И постоянно признаются в этом. Одни и те же люди, между прочим. Честно, бесконечно можно смотреть на три вещи. Огонь, воду и пополнение списка воук-игр. Всегда так весело становится, такой прилив энергии с их тупости, я просто не могу. Я лично все еще отхожу от того, что первых биошоков в списке нету. Но, видимо, нужно обладать мозгом, чтобы заметить там какую-то повесточку. Меня вообще поражает, что вот эти вот антивоук-челики не могут понять, что разнообразие — это же не отбирание у кого-то чего-то, а добавление нового. Типа новые взгляды, новые конфликты, новые герои, героини. Хочешь играть онли за мужика-солдата? Да, пожалуйста, таких игр же дофига. Но когда ты можешь сыграть там за условную девочку-подростку, за пару влюбленных мужчин-магов, да, я не знаю, хоть за бабушку-некромантку.
это же расширяет опыт. Тебя же никто не заставляет идти задротить в это. Не хочешь, пожалуйста, господи. Просто орать про повесточку и что игра плохая, потому что ты слегка повернутый на белых мужиках. Не надо. Если молчать, то создается иллюзия, что их точка зрения, ну вот этих подобных орущих о вокнутости игр, она доминирующая. Но я вообще хочу верить, что это не так. Что большинство играющих нормально воспринимают разнообразие, играют ради удовольствия, а не ради поиска исторических недостоверностей и прочего разного, чтобы игру засрать. Проблема вот в том, что они голосистее и агрессивнее. Они в своей ненависти реально быстрее объединяются в травлю. Поэтому прогрессивным тоже стоит объединяться, я считаю, обсуждать, высмеивать, критиковать, делать видео, тексты, мемы, потому что если дать подобному циркулировать без ответа, то они начнут же, так скажем, работать как правда, а это уже путь к культурному откату, который я уже немного наблюдаю, truth be told. И мне часто говорят мои админки там, да, и подруги и прочее, про то, что они же смотрят комментарии под моими видео. Я чекаю, но если я вижу, что коммент от какого-то долбана, я его сразу пропускаю. Я в основном даже не читаю их. Я просто такая, ну ладно, поняла, все, пока. И вот в чем прикол. Они мне говорят, ты можешь удалять их, потому что если их таких комментариев много, допустим, у них создается ощущение безнаказанности и того, что их больше. Но на самом деле это не так. И меня спрашивают, почему ты их не удаляешь? Я думала об этом, честно. Я думала о том, чтобы их просто кикать и удалять, потому что нафиг они мне всрались. Но с другой стороны, первое, они мне видео продвигают. Поняли, короче, извините, сори, но сори, вот так вот, продвигайте дальше. А во-вторых, просто чисто такое обращение к моим девочкам, к твинчулям и вообще к всем, кто поддерживает мои слова. Вы можете просто тоже писать поддерживающие комментарии, чтобы было видно, что не только вот эти вот, как сказать, вот эти вот есть, да. Ну, вы поняли. Короче, пишите комментарии прямо сейчас. Спасибо. И знаете, сейчас у игровой индустрии и без вот этих вот мелочных ущемлений есть проблемы. Но такое ощущение у меня, что создатели и последователи этого списочка далеки от этого. И им лишь бы поныть на самом деле, да я что-то сомневаюсь в их true геймерстве. Кстати, я еще думала, сидела, часто провальные игры, если в них была хоть какая-то капля этой вашей повесточки, они пытаются засрать и кинуть в лицо, мол, ага, вот видите, вот вам повесточка, вот в игру добавили повесточку, и вот она провалилась. Таким челом, конечно, обычно просто насрать, что там далеко не в инклюзивности игры дело. Да и сравнивая провальные Vogue и не Vogue тайтлы, мы рассчитаем большинство именно со второй категории. Но нет, им надо зацепиться за эти 2-3 штуки игры, что провалились, будучи с неконвенциальной красивой женщиной или геем в главной роли, и все. Это как наживка, честно, на живца прям вот. Они вот тот Конкорд при каждом удобном случае вспоминают, но логики, кажется, на обдумывание реальных проблем и причин провала игры у них не хватает. Я вот даже одному попыталась объяснить, но им же просто насрать. Им насрать, им пофиг на объективность. Ну да, возвращаясь к тому же воук-листу. Hades, Celeste, или как она там называется, Baldur's Gate 3, Outer Wilds, то есть почти все, что получало награды за сценарий, арт, инновационные штуки и даже игру года, все это считается Vogue. Все это в их Vogue-листе значится как пропаганда. Но все это имеет успех. Совпадение? Просто вот эта их методика, это, как считай, систематическая ошибка выжившего. Отбирать как хотят и что хотят, судить не в общем, а почему-то конкретному, не беря в учет другие грани или параллели. Я не знаю, у них в принципе я заметила много проблем с подсчетами, со статистикой тоже, да. Просто как будто одни игры могут быть вот просто так плохими и неудачными, а другие обязаны всем и сразу доказать, что они не просто имеют право на существование, а еще и должны быть поголовно шедеврами, иначе ой, а вот ваша повесточка провалилась, ха? Ни разу не логично, тем более тупо пытаться манипулировать этим. Just think about it. Я просто представила на секунду, что я одна из тех, кто на серьезке не играет в игры из этого списка, которые типа Vogue. Это ж, прикиньте, я бы упустила возможность увидеть Last of Us, БГшечку или еще всякие такие классные тайтлы, потому что там есть ЛГБТ-перс. Это так дико. Но, хвала богине, я не из этих. Если вы играете в игру, в которой есть условная женщина или квир-персона, или кто-то не с белым цветом кожи и прочее, а вам от этого плохо, то это ж не игра виновата.
Это вам просто, терапия в дверь стучится, потому что иначе как больной темой это не назовешь. А ваша травма — это же не проблема других людей. А то приходят плакаться просто из-за того, что не во всех историях они ГГ. Брат, братан, братишка, браток. Это потому что у других людей тоже есть истории, сюрприз. И что? И выходит так, что у них игра про женщину-воиню с проблемами с гневом — это у нас воук-пропаганда, а такая же игра, но про мужчину-воина с проблемами с гневом — это классика жанра. Я бы рассказала, как токсичная маскулинность вредит самим мужикам, но не буду. Если им надо, то сами поищут инфу или попытаются осмыслить. Не то чтобы они пытались это исправить, конечно, в итоге, но пока видела только, как они ноют в комментариях феминисток, что им плакать запрещают. Обычно это, кстати, другие маскулинно-токсичные мужики. Ну ладно. В целом, я свои мысли по этому поводу высказала, и, как мы увидели, там далеко ходить не надо, чтобы понять, что вот эти вот челики реально самые ущемленные. Интересно, они понимают, как это дерьмо выглядит для нормальных людей? Там, типа, даже такие же, как они, такие же, кто против пропаганды, часть таких людей, они и сами говорят, и смотря на этот воук-лист, что вы, это как-то перебор, вы чуть-чуть того и сюдой, я не знаю. Так что да. Ой, ладно, с ними. Опять же, спасибо большое Лере, что пригласила. Спасибо всем, кто горит с нами. И я надеюсь, что еще скоро увидимся. Чао. Еще раз спасибо большое Миссии. Вот ее каналчик, скорее всего, где-нибудь. Или я уже вставила, я не знаю. Там очень-очень много классных видосиков. Я не устану ее советовать. И, в принципе, спасибо вам всем, кто посмотрели. Можете писать свое мнение, девочки, или можете писать свое мнение, или даже отдельные игры, которые вы заметили и хотели бы разобрать как-нибудь потом. А на этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, то тоже нормально. Всем пока. Короче, я чисто вставку эту вставлю, потому что ко мне пришла сестра, и я ей рассказала про этот воук-лист пропаганды. Я ей решила зачитать темы, которые включают в себя то, что они считают воук. Короче, так вот, по какой методологии они вставляют туда игры и считают их воук? Это игры, в которых есть сообщения в поддержку климатических действий, то есть Валли, ЛГБТК+, это воук игры, да и контент — это там, где разнообразие, справедливость, инклюзивность, коммунизм и социализм, неважно, ты, наверное, не очень понимаешь, там, где есть про PDF I Love, про иммиграцию, это все типа пропаганда считается. Что ты думаешь? Я 0 слов. Короче, вот просто я к чему? Я это решила вставить. Почему? Потому что моей сестре, ей скоро будет 15, и она там тоже эти темы немножко шарит, да, я ей все это объясняю. Вы просто понимаете, в чем прикол. Мужики, которые это создают, они, скорее всего, 18+. То есть я думаю, что они взрослые люди, и типа, это очень тупо, что взрослые люди не понимают то, что понимает, например, там ребенок. Я не знаю, как. Короче, сейчас это еще не все. Это еще не все. Все. Против человечества, что бы это ни значило, я понятия не имею, что значит против человечества, но если в игре что-то против человечества, то это против гетеросексуальности, против патриархата, против белых, против стереотипных семейных ценностей, против оружия и против свободы слова. Я уже тут погорела немножко, но просто понимаешь, в чем дело. Они говорят, что если в игре есть что-то против свободы слова, то это плохая игра, то она с пропагандой. Но также их лист, почему игра может быть с пропагандой, включает абсолютно все. 9 лицо, типа. What the fuck? What the fuck? Так вот, в чем прикол еще? Это условный Stellar Blade Bayonetta они в воук не вносят, хотя там дерутся женщины, а другие игры, где тоже дерутся женщины, они вносят, потому что там женщины не объективируют. О как. О как. Да. Короче, я просто не знаю, мне почему-то захотелось ставить вот это обсуждение с ней, потому что это слишком показательно, на мой взгляд, и, возможно, иногда оно у меня будет мелькать, а если кто-то не знает, то она уже в последних 3 играх на моем другом канале про летсплей, и она там тоже со мной снимает, так что можете туда, да. На это все только 2 слова. What the fuck и о как. О как. О как.